Привет, это майор в отставке. Сегодня поговорим о важнейшей теме, вокруг которой не утихают споры, о переговорах с Путиным о перемирии в Украине. Некоторые западные политики, не будем пока показывать на них пальцем, любят повторять мантру: надо искать компромиссы, нужно сесть за стол переговоров, часто путая жертву агрессии с агрессором. И реальность же такова, что любая договоренность с Кремлем – это билет в один конец. Точнее, это способ Путина передохнуть, перегруппироваться и нанести новый удар. Почему с ним нельзя вести переговоры? Во-первых, потому что Путин не президент и не политик. Он лжец, вор, убийца и военный преступник. Кроме того, мы уже видели, к чему приводят все мирные бумаги, которые он подписывал ранее. Он никогда не соблюдал условия. Если кто-то рассчитывает, что он вдруг станет рациональным, то готовьтесь к новым сюрпризам. Напомню, что меня зовут Олег Кашинцев, я бывший оперативник из Ярославской области, майор полиции в отставке. И в этом видео я подробно покажу, как Путин обманывал, продолжает обманывать и почему единственное, о чем с ним стоит вести переговоры, это о мере наказания для него в специальном трибунале. Досмотрите это видео до конца, поставьте лайк и поделитесь им. Ну и, разумеется, подпишитесь на этот канал, если до сих пор еще не сделали этого. Итак, мы начинаем. Западные политики и некоторые умиротворительные наши соотечественники до сих пор выдают желаемое за действительное. Они думают, если Путин сядет за стол переговоров, то это признаки его рациональности, значит, с ним можно договариваться. А кое-кто прямо говорит, что верит Путину, одновременно называя президента страны, на которую напали российские войска, диктатором. Но Путин, как я уже сказал, не политик, с которым можно всерьез обсуждать какие-то договоренности. Это симбиоз больного на голову КГБшника, в плохом смысле этого слова, с маньяком-убийцей, который, скорее всего, стал таким из-за того, что его в свое время тупо чморили. Те, кто садились с Путиным за один стол переговоров, хватались потом за голову, потому что он всегда обманывает. Он без колебаний нарушает договоренности, вводит в заблуждение, подписывает документы, которые тут же выбрасывает в корзину. Люди, которые верят в перемирие, заморозку или рациональность Кремля, должны понять, и такие попытки закончатся только новой агрессией. Все мы помним, к чему привела политика умиротворения Гитлера в начале Второй мировой. Тогда, может, у наивных политиков и дипломатов и было оправдание незнанием истории, но сейчас-то какие еще нужны доказательства? У нас перед глазами и опыт Второй мировой, и свежие примеры вранья, нарушения обязательств и вероломного нападения. Так что, если кто-то до сих пор надеется приручить кобру поцелуем, добро пожаловать в клуб вечно наступающих на те же грабли. Путин не уважает никакие договоренности. Есть конкретные примеры. В 1994 году Украина добровольно отказалась от ядерного оружия, получив гарантии безопасности от России, США и Великобритании, подписав совместный Будапештский меморандум. И что мы видим? В 2014 году Путин спокойно наплевал на этот меморандум и оккупировал Крым. Затем начал войну на Донбассе. Ну а в 2022 году совершил полномасштабное вторжение в Украину. Гарантии безопасности все расписались словно в воздухе и забыли о них. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, подписанный в 1997 году, по которому, казалось бы, все должно было быть чинно, благородно, взаимное признание границ, уважение суверенитета и так далее, также был нарушен. Он в итоге также оказался просто неприглядной бумажкой, которую также выбросили в мусорку. Как только в Кремле решили, что Крым наш, все эти уважения суверенитета вылетели в трубу с той же легкостью, что и любые другие обещания Путина. Минские соглашения 2014-2015 года. Тогда Россия официально подписалась под обязательствами по урегулированию конфликта на Донбассе, но вместо соблюдения режима тишины Кремль просто продолжал войну, использовал перемирие, чтобы поставлять вооружение и готовить свои силы к новым атакам. По сути, Минские соглашения стали ширмой для затягивания времени и усиления российского присутствия в Украине. Когда началась полномасштабная война в Украине, Россия вроде бы продемонстрировала готовность договариваться. Это произошло на стамбульских переговорах, но выяснилось, что пока шли переговоры, Путин тупо перегруппировал свои войска, отводил части там, где их уже разбили, и перекидывал их на другие направления. При этом ввел переговоры со своими союзниками из
новой оси зла, назовем ее так, о поставках вооружений. Как только все подготовили, Кремль в одностороннем порядке отказался от дальнейшего обсуждения. Ну и, разумеется, зерновая сделка, которая также легко была нарушена Путиным. Все эти факты говорят об одном. Любое соглашение с Путиным – это лишь пауза перед новым витком агрессии. Они нужны ему, чтобы перевести дух, собрать силы и в итоге напасть снова. Важно понимать, что в КГБшной логике кремлевского маньяка, которой руководствуется Путин, переговоры и поиск компромисса – это признак слабости. Видимо, он привык к тому, что в свое время в той самой питерской подворотне, о которой все говорят, его тупо пи***ли, когда он показывал слабость. Да и когда не показывал слабость, тоже, видимо, пи***ли. Там, где цивилизованные люди видят возможность дипломатии, Путин видит только повод надавить на слабого оппонента. Он действует так, как, вероятно, действовали в отношении него. Если кто-то пошел с нами на диалог, значит, он боится, значит, его можно шантажировать и использовать. Если противник сдался на переговорах, значит, он сам дал слабину, а значит, можно выкручивать ему руки дальше. И мы это видели на практике. Когда ввели санкции против России, Путин сначала сделал вид, что ему все равно, мол, нас санкции не беспокоят, мы сами себя обеспечим, но при этом шантажировал Запад газом и угрозой энергокризиса. Тот блицкриг, на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся. Это очевидно, наша финансовая система, промышленность работают ритмично. Когда было зерновое соглашение, Кремль вроде бы согласился на экспорт украинского зерна, но через несколько месяцев просто вышел из сделки, чтобы выбить себе дополнительные выгоды. Каждый раз, когда ему идут навстречу, Путин делает вывод: о, значит, боятся, значит, могу давить. И такой подход никогда не приводит к стабильности, а только провоцирует новый виток шантажа. Не нужно питать иллюзий. Путин поставил перед собой задачу пересмотреть итоги распада СССР. В его воспаленном мозге царит мания величия и обида на унизительные 90-е. Он сам неоднократно заявлял о желании вернуть территории, которые считает исконно русскими. Вот Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, там воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал. Он возвращал. Да, а как? Так и есть. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне. Причем эта территория находилась под контролем российского государства. Вот. Ну, судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. Он фанат идей собрать земли и раздвинуть границы. Путин действует так же, как Гитлер в 1938-1939 году. Сначала якобы спасает немцев в Судетах, а потом захватывает Чехословакию и Польшу и идет дальше. У Путина ровно такая же схема. Спасая русскоязычных в Крыму, защищая Донбасс, а по факту захватническая война против всего украинского народа. Человек, который хочет пересмотреть мировую карту, не удовлетворится мелкими уступками. Его цель до последнего пытаться восстановить имперские границы, а значит, переговоры с ним – это лишь отсрочка следующего захвата. Некоторые сравнивают Кремль с банкой, набитой пауками, где каждый ядовитый дружок готов вцепиться друг другу в глотку за власть и деньги. В окружении Путина силовики, генералы, олигархи – все они на войне наживаются, получают контракты, бабки, ресурсы, полномочия, становятся увесистыми такими упырями. Сам Путин, похоже, думает, что если вдруг прогнется в каких-то переговорах, покажет слабину, его свои же и сожрут. Ведь по законам питерской подворотни, которых он, видимо, так и не перерос, прощать неудачников не принято. Поэтому ватный фюрер не может просто взять и сказать: «Все, я проиграл, ребята, беру паузу». Потому что тут же зашевелятся те, кто мечтает поскорее занять его кресло. К тому же война ему жизненно необходима, чтобы оставаться великим спасителем в глазах народа. Мол, только он способен защитить Россию от вездесущего НАТО и коварного Запада, которые, естественно, не дремлют и ведут непримиримую войну с нашей скрепной родиной. Страх и напряжение – вот лучший момент для его трона. Так что даже если он когда-нибудь решит подписать некое перемирие, то через неделю или месяц он его же сам и растопчет, чтобы доказать своей верхушке: смотрите, я не слабак. И получается, что гарантия такого человека ждать глупо, ведь он даже свою свиту толком не контролирует. Любой документ, на котором бы не поставил он подпись, обречен рано или поздно пойти
в мусорку. Итак, с Кремлем под руководством Путина нельзя вести переговоры в надежде на долгосрочный мир. Если и делать это, то только с четкими, жесткими гарантиями безопасности и с активацией 5-й поправки НАТО в случае нарушения договоренностей. Любые попытки договориться с ним только дают ему время собраться силами и нанести следующий удар. Он не уважает диалог, потому что в его логике диалог – это признак слабости. Ну и по историческим примерам ясно одно. С диктаторами не договариваются, их останавливают или уничтожают. Этот урок мир выучил еще в прошлом веке, когда Гитлеру дали Мюнхенское соглашение. Он сначала пообещал все решить мирно, а спустя несколько месяцев все равно начал войну. Что делать? Во-первых, не бояться его ядерного шантажа. Это лишь часть его игры. Не верить в рациональность Кремля, там все давно ясно. Не поддаваться на иллюзии, что еще чуть-чуть, и он станет договороспособен. Необходимо добиваться поражения Путина и его армии на поле боя, потому что любой иной исход даст ему шанс перегруппироваться и вернуться с новой агрессией. Моя позиция проста. Переговоры с Путиным – это как и дать паузу маньяку, чтобы он спокойнее выбрал момент для удара. Диктатор никогда не становится по собственной воле. Он не уважает компромиссы, он уважает только силу. Поэтому пока диктатор в Кремле, пока он и его окружение не лишены возможности влиять, мир невозможен. Если дать этому маньяку сделку, он через полгода потребует еще. Но отдельной строкой сегодня нужно упомянуть поведение Дональда Трампа, который, вернувшись в большую политику, решил играть роль нового Чемберлена, но уже на стероидах. Трамп открыто делает жесты симпатии в адрес Путина, неоднократно заявляя, что готов договориться с кремлевским маньяком буквально за сутки. Недавнее его заявление вызывает особенно серьезные опасения. Он оправдывает массированные удары России по Украине, утверждая, что Путин делает то, что сделал бы любой на его месте. Кроме того, Трамп открыто говорит, что ему проще иметь дело с Россией, чем с Украиной, демонстрируя полное непонимание и пренебрежение к жертве агрессии. В его понимании договориться означает не просто пойти на уступки агрессору, но и цинично давить на Украину, требуя от нее отказаться от собственных территорий и своей безопасности ради иллюзорного мира. Это уже даже не политика умиротворения, это прямая поддержка путинской агрессии. Что хуже, Трамп публично обещает отменить санкции против России, тем самым давая понять Путину, что Запад якобы устал от поддержки Украины. Представьте на секунду, как воспринимают эти сигналы в Кремле. Ватный фюрер видит, что достаточно подождать немного, и он снова получит карт-бланш на продолжение агрессии. Подобное поведение Трампа – это не просто популизм или желание показать себя, это похоже на открытое пособничество военному преступнику. Фактически, своими заявлениями Трамп играет на руку кремлевскому режиму, становясь, возможно, даже неосознанно, а может быть и вполне осознанно, его союзником. И это при том, что исторические параллели с умиротворением Гитлера очевидны каждому, кто хоть немного знаком с историей. Трамп не просто не учит уроки прошлого, он цинично их игнорирует, рискуя стать соучастником новой большой войны в Европе. Да, а как? Так и есть. Точно так же, как Гитлер после Мюнхенского соглашения потребовал новые территории, а в итоге развязал самую кровопролитную войну, Путин идет ровно по тому же пути. И с ним нельзя поладить или уговорить его на мирное сосуществование. Его можно только изолировать или ликвидировать. И я прошу людей из его силового окружения, которые, возможно, посмотрят это видео, сделать это как можно быстрее. У меня на сегодня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте свои комментарии под этим видео, высказывайте свое мнение. Ждите новых интересных и полезных видео. Не забывайте, кстати, также подписываться на мой телеграм-канал, ссылка есть в описании, информация там обновляется каждый день. Ну и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.